Привет! Сегодня на обзоре замечательная пара ботинок от компании Allen Edmonds, Соединенные Штаты Америки. Была она основана в порте Вашингтоне в 1922 году. В этом году у нее юбилей, 100 лет. Компания Allen Edmonds достаточно известная, всемирно известная компания. Преимуществами ее является то, что они оказывают гарантию на свою обувь, вернее сказать, правильно сказать, не гарантию, а постпродажную поддержку своих клиентов. То есть, если с вашей обувью что-то случится, вы можете совершенно спокойно отправить свою пару обуви к ним на ремонт либо реставрацию. Плюс ко всему, компания Allen Edmonds, несколько президентов Соединенных Штатов Америки принимали присягу в их туфлях. И, что примечательно, также для обуви Allen Edmonds существует достаточно большой размерный ряд обуви они выпускают. Вы можете найти, в зависимости от ваших антропометрических данных, вашей стопы, как узкую обувь, очень узкую, так и очень широкую. Ну и плюс ко всему, конечно же, сам размер обуви. Поэтому подобрать обувь для себя будет не проблема. В данной паре ботинков также используется кожа Chrome XL от не менее легендарной компании Hurvin, которая была основана в Чикаго в 1905 году. Кожа Chrome XL, прежде чем, собственно говоря, стать вот такой вот приятной на ощупь, блестящей кожей, шкура проходит 89 этапов обработки. Занимает она порядка 28 дней. И все 5 этажей фабрики также заняты производством кожи Chrome XL. Естественно, сам рецепт изготовления, дубления кожи, хромовое дубление кожи находится под строжайшим секретом, но, как пишут они на сайте, рецепт именно хромового дубления у них не изменялся уже порядка 100 лет. Единственное, некоторые ингредиенты, конечно, были изменены, такие как китовый жир, но в целом это такая достаточно аутентичная компания. В данной обуви также присутствует сама подошва Dainit, тоже известная компания. Была она основана в 1894 году в Англии. И, как правило, устанавливается на хорошую, качественную обувь. Вообще, как говорят сами знатоки обуви, в частности, американцы, из чего должен состоять хороший ботинок. Хороший ботинок должен состоять из хорошей кожи, соответственно, из шва Goodyear Welt, межподошвы также из кожи и хорошей, качественной подошвы либо из кожи, либо вот в данном случае из Dainit, либо Вибера. Dainit является прямым конкурентом компании Вибер, которая также занимается производством подошв. Конструкция. В данном случае применяется конструкция Goodyear Welt. Конструкция Goodyear Welt достаточно сложная. На это требуется достаточно много человека часов, прежде чем ее изготовить. Чем же она так примечательна? Это тем, что она является водонепроницаемой. Благодаря и каким образом, значит, она строится, то есть непосредственно на сам сшитый ботинок внутрь устанавливается колодка, на колодку, значит, одевается стелька с такой, скажем так, юбочкой, да, назовем ее так. И к этой юбке пришивается уже непосредственно сам рант. Пришивается сам рант, далее это место все заполняется пробкой, устанавливается супинатор, далее все это проклеивается кожей, либо другими материалами, например, этилвинилацетатом, и далее устанавливаются уже подошвы, будь то кожаная, либо прорезиненная. Вот благодаря такой конструкции обувь принимает, собственно говоря, становится водонепроницаемой. Существует также стежок Blake, который, собственно говоря, более облегчает задачу изготовления обуви, когда прошивается полностью
и стелька, находящаяся внутри, и межподошва, и сама подошва. То есть, получается, шов проходит внутри самого ботинка. Внутри самого ботинка. Ну и также существует так называемый стежок stitch down, когда прошивается также по периметру ботинок, либо на 270 градусов, либо на 360 градусов. Пример это, скорее всего, вот Clarks, которые у меня были в обзоре. Дезерты от Clarks, также Виберг, компания Виберг их использует, и Вайты. Goodyear Welt достаточно распространен в Соединенных Штатах Америки, в Англии. Таким методом изготавливают обувь. И по этой причине, наверное, лагерь любителей обуви, хорошей обуви, разделился на два мнения. Кто-то предпочитает, как я, Goodyear Welt, кто-то предпочитает стежок Блейка, но есть еще третий тип людей, собственно говоря, которым абсолютно все равно. Но еще есть, собственно говоря, еще один метод, это склейка подошвы, когда непосредственно сама обувь и подошва склеятся между собой, так называемое цементирование. Ну, в основном это применяется в спортивной обуви, кроссовках и в обуви, например, Timberland, вам также известный. Данные ботинки относятся к повседневным ботинкам, то есть их нельзя считать рабочими. Носок у них простой, не структурированный. И в отличие, предположим, от известных компаний Red Wing, возьмем, например, Iron Ranger или Blacksmith, либо Вольварины 1000 миль, то носок у тех ботинков, он немножко скругленный, у этих же он немножко заостренный, таким образом. Обувь относится к casual стилю, к повседневному стилю, хорошо сочетается с любыми видами брюк, чиносы, брюки, чиносы, классические брюки, джинсы. Вообще, чем были вдохновлены конструкторы конкретно данной модели обуви, это лесозаготовками и лесорубами. Но и именно благодаря им, на основе их изначальной обуви, они построили вот такую модель Higgins Mill. Но, на мой взгляд, конечно же, рубить дрова и деревья в такой обуви вряд ли кто будет, скорее всего. Что касается самой модели обуви, у нее достаточно узнаваемый силуэт. Это так называемое вот крыло чайки. Абсолютно чисто косметический эффект, скорее всего, она дает. Вряд ли что-то она прошивает, но тем не менее как бы придает определенную изящность и красоту ботинку. Внутри обувь выполнена из перчаточной кожи. Это овчина. Она также достаточно очень мягкая, прочная и удобная в носке. Кстати, что касается носки непосредственно самой обуви, огромное количество отзывов, в основном положительных по поводу именно данной конкретной модели обуви. Люди, которые ею владеют, говорят о том, что обувь практически не ощущается на ноге, и удобство при ее носке сопоставимо с кроссовками, которые вы одеваете каждый день. Благодаря, опять-таки, межподошве, а именно пробке, которая находится между стелькой и между подошвой, при носке, при разноске обуви, собственно говоря, стелька принимает форму вашей стопы, и таким образом, и, естественно, плюс ко всему еще и сама кожа, она относится к пулап коже, так называемой растягивающейся коже. Ботинки садятся по ноге идеально. В данном случае используется
Используется комбинированная кожа, это гладкая кожа, и язычок выполнен полностью из замши. Это настоящий замша, очень приятный на ощупь. Также они в последних моделях предусмотрели язычок, вернее проушину, в которую можно вдевать шнурки для того, чтобы фиксировать сам язычок, и он не блуждал. Кожа Chrome XL, насколько красивая, настолько же она и требует за собой ухода, потому что на ней появляются царапины. За кожей необходимо ухаживать. У каждого производителя обуви существует своя косметика по уходу. Для Chrome XL рекомендует свою косметику. Хурвин же, помимо своей косметики, также рекомендовал средство Сапфир Реновейта. С черной крышкой есть Реновейта, с синей крышкой, есть черная крышка. Вот они с черной крышкой рекомендуют. Также в Соединенных Штатах Америки используют бальзам венецианский, но у нас его практически не найдешь. И есть еще также лосьон Сапфир. Знаете, на нем изображен гусь. В принципе, вот с этим лосьоном тоже можно использоваться при работе с Chrome XL, при уходе за Chrome XL. Вот такой вот краткий экскурс небольшой по ботинкам. Да, еще люверсы, значит, здесь латунные, 5 люверсов и 3 спидхука для быстрой шнуровки ботинок. Поэтому краткий экскурс, краткий обзор ботинок. Возможно, кто-то заинтересуется приобрести, либо задумал приобрести себе похожую пару обуви. Рассматривал варианты. Что касается приобретения данного, естественно, на сайте самой компании Allen Edmonds. Зачастую они устраивают хорошие распродажи, скидки. Можно купить также обувь на eBay и на Амазоне. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня.